Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, тема сегодняшнего видео, не определился я еще с темой. Дело в том, что мне пришла посылка, и от ее содержимого будут зависеть мои дальнейшие действия. Посылка пришла от Вадима из города Александров. Содержание ее вы можете видеть, это шестерни для моего токарного станка. Здесь есть и самодельные, и заводские. Это очень серьезно расширит мои возможности. Большое спасибо, Вадим. Что я дальше собираюсь делать? Этот токарный станок способен нарезать большой перечень разных резьб, но для этого нарезать резьбы с шагом от 1 мм до 7,5. Требуются все комплекты эти. То есть устанавливаются шестерни комплектами. Мне в данный момент необходим второй. Шестерня у меня была, 120 я изготавливал в прошлом видео, 105 мне прислал Вадим. И в этом видео я буду изготавливать шестерню с 35 зубьев из алюминиевой бронзы. Это видео будет про литейные работы. Почему из алюминиевой бронзы, об этом скажу немного позже. С этим комплектом шестерней можно будет уже производить какие-то нехитрые токарные работы. В общем, ввожу токарный станок в эксплуатацию и обустраиваю гараж в целом. Когда у вас много инструмента, его нужно где-то хранить. Для этого подойдет система хранения инструмента Inforce. Этот девайс можно использовать для удобного хранения мелочей. 12 небольших отделений позволяет сортировать мелкие детали. Также он подходит для хранения громоздкого ручного инструмента. Герметичная прокладка на крышках ящиков защищает от влаги и пыли. У системы усиленные стенки с дополнительными ребрами жесткости, прочные металлические защелки, прорезиненные колеса. А еще есть складная телескопическая ручка, высота которой от пола в сложенном состоянии 55 см. Систему можно использовать по отдельности, либо комбинировать с другими ящиками системы из линейки Inforce Modular System. А по промокоду Мехамозг вы получите скидку 10% на все товары Inforce. Ссылку я оставлю в описании к видео. Основой для алюминиевой бронзы мне будет служить вот эта вот медная болваночка. Это была какая-то деталь с лыской, не представляю, где она могла использоваться ранее. Если есть какие-то варианты, пишите в комментариях. Основным, соответственно, легирующим элементом будет служить алюминий, латунная алюминиевая бронза. У меня есть болваночка, ранее отлитая из кастрюли с пищевого алюминия. Вот это вот чистый алюминий. Очень тяжело режется, налипает на резец. Отрезаю так, чтобы примерно сплав был с 10% алюминия, ну там как получится. Еще в сплав положено добавлять железо, цинк, марганец и никель, но ничего этого решил я не добавлять, а железо, я думаю, в сплав попадет из тигля. По этому случаю сварил новый тигелек. Буру я решил не сыпать, болваночки медные очень большие, много не сгорит, ну там посмотрим. Печь у меня уже не новая, местами стала прогорать, никак не хотелись медные болванки плавиться. Поэтому я решил туда кинуть и алюминиевую болванку, так сказать, смочить медь алюминием. Ну и в принципе да, это помогло, они быстрее расплавились.
Контрольное взвешивание меня очень даже порадовало. С учетом того, что сгорело и осталось на стенках тигля, оказалось, что не хватает менее 200 грамм. Очень даже хороший результат. Посмотрим, как эта бронза будет обрабатываться на токарном станке. Обрабатывается эта моя доморощенная бронза очень даже хорошо. А самое главное, очень красиво выглядит, почти как золото. В прошлом видео я уже показывал, как при помощи поворотного стола изготавливал шестерню. Не хотел повторяться, но многие писали в комментариях, ничего не понятно, объясни более подробно принцип работы поворотного стола. Все очень просто. Передаточное число поворотного стола, редукция 90. Необходимо нарезать на данной шестерне 35 зубьев, 90 делится на 35. Получается 2 целых определенное количество знаков после запятой. 2 это количество полных оборотов, а все, что после запятой, необходимо перевести в дробь. Причем вариантов может быть несколько. И подбирается более удобная дробь, то есть нижняя часть это количество углублений на делительном диске, а верхняя часть дроби это то, насколько необходимо провернуть. То есть в моем случае это 16/28. Для того, чтобы каждый раз не отсчитывать 16, для этого, для удобства служит вот такое вот приспособление. Почему же я решил изготовить шестеренку из бронзы, а не из стали? Дело в том, что фреза, вот это у меня модуль 1,5, номер 7, а для изготовления шестерни с 35 зубьями требуется номер 6. У меня такой нет, найти я не смог, решил изготавливать то, чем есть, потому что станок уже необходимо вводить в эксплуатацию, а там уже шестеренка сколько прослужит, надеюсь. Эвольвента, возможно, приработается в паре с остальной шестерней. Ну и есть возможность попробовать себя в литейном деле, отлить алюминиевую бронзу и посмотреть, как этот материал будет работать. Установил шестеренку на токарный станок, пока что все крутится. Ну, теперь решил ее испытать и изготовить какую-нибудь нехитрую деталь с нарезанием резьбы резцом. В процессе изготовления болта выяснилось, что мой отрезной резец выше, чем надо, ниже его не сделаешь. Выручил меня мой резец-трансформер. У него режущая кромка очень даже легко опускается.
Наступает момент истины, выставляю рычаги по таблице для того, чтобы нарезать шаг резьбы 2 мм. Ну и посмотрим, все правильно ли я сделал. Можно видеть, гайка накрутилась, все нормально. Болтик выточил, теперь два слова о станке. В процессе работы его и в прошлом видео были слышны какие-то стуки. Природу их я выяснил, это что-то в патроне. Сейчас я его разбирать не стал, думаю, в будущем разберу и посмотрим, в чем же была причина стуков. Изготовил я также вот такой вот пульт управления. Черный переключатель — это управление насосом масляным. Включить-выключить принудительно. Тумблер — это вперед-назад. А кнопка и потенциомер у меня пока не задействованы. Я не до конца разобрался в настройках частотного преобразователя. Думаю, в процессе разберусь. Что касается лимба, в прошлом видео я показывал, что я ошибся, сделал неправильный лимб. Шаг винта 3 мм. Я сделал лимб на 6. Но я не учел то, что резьба на винте двухзаходная. Вот это причина моей ошибки. Ну что ж, выточил болтик. Достижение, конечно, невеликое, но первая деталь на этом станке. Первая деталь, как первая любовь. Другой не будет. Шестеренка еще живая. В процессе будем смотреть, как эта алюминиевая бронза будет работать. Ну что ж, на этом все. Если видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк. Всем творческих успехов, до новых встреч!